Добрый вечер, друзья! Сегодня прошли почти сутки, как мы завели с вами закваску. Мы ее вчера вечером завели, сегодня утром мы ее подкормили. И сегодня вечером сделаем ей вторую кормежку. Насколько будет видно, вот она поднялась. Можете посмотреть, она вдвое поднялась. И она сейчас, закваска наша пшеничная, она работает. В ней есть, она плохо видно, меленькие пузырьки. Видно на экране или нет. Но я могу вас заверить, что мелких пузырьков очень много. Ну и большие есть, да. Она вот, как показать, если видно будет. Вот она. Вы даже можете услышать звук ее. Закваска жива, слава богу. И мы сейчас ее покормим сегодня второй раз за сегодняшний день. И когда я вам в прошлом видео рассказывала, что не кормите вашу закваску, как учат в интернете. Вот сегодня покормили, на следующий день даем ей сутки, там неизвестно, что происходит, на следующие сутки мы только кормим. Нет. Завтра я думаю, что мы эту закваску будем кормить 3 раза. Завтра моя закваска поедет со мной на работу. Поэтому опять придерживаемся 25 и 25. Сделаем сначала пшеничную. В этой же тарелке, если вы заводите сразу и пшеничную, и ржаную закваску, то можете после пшеничной тарелку не мыть, заводить сразу же в ней для экономии времени ржаную закваску. И 25. О, уже 23. Так. Размешиваем в отдельной посуде, как мы говорили. Так, и все. Добавляем к нашей закваске, которая один раз только ела. Это у нее сейчас второе кормление за всю ее жизнь суточную. Второй раз за сегодняшний день. Так. Все. И в нашем судочке мы ее размешиваем. Завтра утром мы с вами опять встречаемся с нашей закваской. Вот размешиваем, не сбалтываем, аккуратно ее до однородной массы. Завтра утром мы с вами еще встретимся. Перед уходом на работу мы ее покормим. И я забираю ее к себе на работу, как маленького ребенка, потому что ее дома не с кем оставить. И она, когда поднимется, кормим ее, когда закваска, когда она поднимается, она в работе, мы ее кормим. Если вы ее не успеете покормить, она у вас упадет, опадет. Но по стенкам сосуда будет видно, что она поднималась. Она работала, ничего страшного, кормите ее. И вот наша ржаная закваска. Есть, насколько видно, внизу пузырики. И, она замечательна. Вот я обожаю ржаную закваску. Смотрите, если вы провели грязной ложкой после пшеничной, это ничего страшного. Главное, пшеничную закваску не залезть грязной ложкой после ржаной закваски. Смотрите, что у нас творится в судочке. Вот она шикарная. Вот на это можно смотреть без конца.
когда я долго не пеку, и я иногда прихожу с работы, просто достаю закваску с холодильника, и у меня проходит такая заквасочная терапия, это успокаивает нервы, и вообще смотреть на это можно без конца. Вот она, ржаная закваска. И тоже ее сейчас сделаем наши 25 грамм и 25. Как видите, ржаная закваска более активна, вы сами увидите, она более активная, чем пшеничная. Двадцать пять и 25 это 50. Чуть-чуть переборщила с водой. Грамм, даже если вы на грамм 8 больше воды нальете, ничего страшного. Вы сами увидите, что ржаная закваска, она очень густая, забирает много воды. И размешиваем. Все мы делаем, как начали, с 25 грамм воды и 25 грамм муки. Пшеничной и ржаной муки. Также мы размешиваем. Вот я налила чуть-чуть больше воды, она все равно не тянется, как пшеничная. Но чуть-чуть добавили на 5 грамм больше, чтобы прямо оно сухой не было. Добавляем в нашу закваску уже действующую. Так. И аккуратно размешиваем. Все, сильно мучить ее размешиванием не надо. И мы протрем наш судочек в конце, наши боковушки. И вот так у нас все замечательно получилось. Смотрите, я размешала, да, пшеничную закваску. Она уже работает, у нее уже пузыри, у нее уже, насколько видно, я пока не вижу. Видите, она настолько жидкая, пшеничная. Вот она, течет прямо. А ржаная наша, ну вот она не течет, как пшеничная. Так что, когда вы дойдете до этого момента, чтобы вы не пугались, почему ржаная закваска более плотная, это такая консистенция муки. И в хлебе это не отразится вообще никак. Так что мы закроем, да, наши судочки. Я их почищу и открываю. И она пойдет вместе с нами спать. Завтра рабочий день. Встретимся завтра утром. Приятного вечера. До свидания.